Поставь себе какой-нибудь таймер. Да не, мы, наверное, быстро. Я не думаю, что мы минут 5 бы будем посидеть, то было уже интересно было. Наконец-то я дождался того момента. На самом деле это была моя мечта, когда ты первый раз мне рассказал, что в Северном этом океане там отрицательная воды температура. Я даже хотел на Баренцево море ехать ради этого, чтобы попробовать, что такое вода отрицательной температуры. Она отрицательная может быть только за счет, видите, вот чуть-чуть льда собирается сверху, за счет того, что она соленая. Вот, что она ниже отметки 0. -1. Очень интересно, очень волнительно и тревожно. Что говорить, сыкотно на самом деле. Но очень интересно посмотреть, как раз для чего. Просто это исследование, я же исследователь. Просто интересно посмотреть, как будет себя вести тело. И пункт, в первую очередь, психика, да? Как именно ведет себя психика, интересно. Это умение справляться со своими как бы страхами, как раз переживаниями, с какими-то мыслями, убеждениями, что там надо умереть через 5 минут, например, да, по нормам. Как раз вот то, о чем я здесь, видите, совмещается все вместе, и работа с эмоциями, и работа через дыхание. То есть мы на дыхании своем как бы и заходим в свое состояние, а какое оно по-настоящему, чтобы устранить страх излишний. Вот сердце я погрузил в -1 градус. Вообще состояние хорошее, чем могу сказать. Обжигает, конечно, ноги, обжигает живот, обжигает вот эту границу. Вода, можете проверить еще раз, а то вдруг типа я показал одно, да, а сел в другое. Все так же -1 градус. Она -1 именно потому, что соленая. То есть я насыпал туда соли. И вот ждал, пока она остынет до такой температуры. Ну и вот в этом-то и суть тренировки. Вот что такое психокультуризм. Когда мы учимся отличать реальные процессы, которые идут, от выдуманных, да. То есть здесь я со спокойной, трезвой психикой, со спокойным, трезвым, достаточно трезвым умом, хотя, конечно, есть будораженность, да, какая-то, но с достаточно трезво я стараюсь анализировать свое реальное состояние. То есть как вот пальцы, да, немножко есть такое как бы, ну, замерзание пальцев на ногах. При этом нет страха и тревоги в целом нет, есть интерес. То есть я вот нахожусь в эмоции интереса. Сколько у нас уже? 3 минуты. Главное не пропустить еще хлеб поставить. Там печется хлеб. Надо переключить тены. Ничего не хочется такого особенно рассказывать. Просто наблюдаю, пока исследую. Может, потом какие-то комментарии сделаю уже там самостоятельно. Вон кот ходит. Но вообще в этом, собственно говоря, и причина. То есть, как бы, основная цель это стать более психологически устойчивым. Да? То есть перестать реагировать
из состояний выдуманного мира, да? Почему мы многие страхи воспринимаем? Потому что мы выдумали, что там я погибну, я умру, или будет плохо, случится то-то. И отличать вымысел от реальности, чтобы вот погрузиться и просто наблюдать. Ну, представьте, вот животное провалилось под лед. Что ему делать? Надо выбираться. Или жить с этим. Или ты вышел, и вот ты в мокрый, весь мокрый где-нибудь там в тайге, например. Что делать? Баня, кстати, не протоплена сегодня даже, видите, я себе этот решил не создавать какие-то эти моменты, что можно полежать потом в баньке или разогреться сначала в баньке. Он сними, что лед висит на эти, что нету, она не протоплена, все холодное, как и я. Но я набрал себе холодной воды в ванную. Вот я сначала лягу в холодную воду в ванной, чтобы отрегулировать вот этот переход от -1, да, до хотя бы там 14-15 градусов воду сделать холодную воды. Ты уже красный. А? Уже красный. Ну, сердце чувствует, да. Сердце чувствует нагрузку. Я прям, кстати, такую немножко тяжесть ощущаю в сердце. Пять минут. Сколько сделаем? 7. Но я пока даже, видите, не стучат зубы. Да, ноги уже на самом деле прихватило. Ноги прихватило. Но вот нервная система, видите, достаточно стабильна, что зубы не стучат. Я обычно по зубам определяю. Если зубы стучать начинают. Ну, я думаю, минут 7 достаточно для первого раза, тем более знакомство с такой температурой. Это интересно, удивительно. -1 градус. Прикольно. Тело и психика способны на многое, на гораздо больше, чем мы себе представляем. Минут. В целом, то есть вообще психика стабильно воспринимает состояние. Тело немножко охреневает, да, оно понимает, что надо что-то делать, надо адаптироваться, как не хочешь. Хочешь, не хочешь, надо адаптироваться. Надо находить выход, надо находить решение, надо находить какие-то способы регуляции, согревания. Самое трудное в таких практиках это именно разговаривать, потому что ты когда говоришь, ты все равно тратишь много энергии. Вот, кстати, наверное, сейчас чувствуется, что чуть-чуть поменялся у меня голос, как раз я это чувствую. Потому что когда ты говоришь, ты тратишь очень много энергии, на самом деле. Почему? Надо, конечно, сосредотачиваться в тишине, чтобы сохранить больше энергии. Вот сейчас 7 минут, и, наверное, надо выходить уже. Давай еще минуту. Ну там было, что через 5-8 минут умираешь. Поэтому давай 8 минут додержим. И не умрем. Важно, что врата узкие, меня опасность не страшит. Власти своей судьбы, я капитан своей души. Минут в воде градусов -1. Хорошо. Давайте теперь вперед. Ну, скованное движение, конечно, здорово, мышцы.
выжить, если остаться на холоде, конечно, будет очень непросто. Возможно, но непросто.